Данил Гудков, я получил твой подарочек, благодарю тебя. Вот посылочка твоя распакована. В ближайшую пятницу я обязательно все это опробую с пивом майкопским. Данил, спасибо тебе. Друзья, рад видеть вас на своем канале Пламя. Всех приветствую. Кто меня не знает, меня зовут Борсук Олег Михайлович. Я печник-блогер, проживаю в Республике Адыгея. И, друзья, это видео благодарность моему подписчику Данилу Гудкову. Данил проживает в городе Новочеркасск. Он приобретал у меня проект мангал с двойным зубом и печью под казан. Вот данная конструкция. По этому проекту он успешно собрал свой барбекю-комплекс, но столкнулся с проблемой. Когда беседка была застеклена, то у Данила возникла проблема с дымлением данного барбекю. Добрый день, Олег Михайлович. Приветствую всех подписчиков канала Пламя. Вот, собрал барбекю. Вот такой вот по проекту Михайловича. Все отлично, все работает. Ну, еще много недоделок в плане беседки. Ну, это уже все будет потом в процессе. В данный момент вот все работает. Здесь у нас сейчас стоит ящик горячего копчения. Там у нас закапчивается рыба. Вот, все, дым идет прекрасно. Все прям отлично. Спасибо Олегу Михайловичу за то, что у него есть такой канал. Есть как бы желание делиться с людьми своими наработками, доработками, какими-то своими лайфхаками, так как сказать. Просто многие мастера не делятся. Вот Олег Михайлович делится, и большой поклон ему за то, что он делится с нами своими работами и как он их выполняет. Всем спасибо. А что же произошло? Дымоход попал в зону ветрового подпора. Это очень редко у кого встречается, но такая проблема существует, друзья. Значит, я Данилу все рассказал, что надо сделать, показал видео, скинул инструкцию. Ну, на самом деле там ничего сложного нету. Все дело в знании. Да? Если ты знаешь, то понимаешь, что там все просто. Если ты не знаешь, то ты сам никогда до этого не додумаешься. Друзья, дым не может идти против ветра и также не может сопротивляться давлению воздуха. Давление воздуха и порывы ветра, и сквозняки – это все пагубно влияет на саму конструкцию, на мангал. Очень много ребят, печников, начинающих печников, сталкиваются с такой проблемой, когда сдают объект своему заказчику. То есть пришло время сдать барбекю-комплекс. Приезжает заказчик, зажигают мангал, и он стабильно дымит из портала. И ничего поделать не могут. Видно, что что-то с ним не то. Видно, как дым болтается, огонь внутри болтается, но не могут понять, в чем же дело. Явных признаков сквозняка не чувствуют, то есть ни один листочек не шевелится на деревьях. Ветра кожей своей не чувствуют, но дым реагирует на каждое вот это колебание воздуха. Значит, как проверить, что мангал работает правильно, и как сдать мангал своему заказчику дымящий? Определить зону подветривания, с какой стороны дует ветер, с правой или с левой. Перекрыть эту зону подветривания, как поместить портал в зону покоя. И вы увидите, как он работает. То есть определить этот ветер можно с помощью дымящей палки. Вытащите из мангала палку, поставьте ее рядом с мангалом, и вы увидите, как ведет себя дым.
Если ветра нету, то дымок будет спокойно подниматься вверх, без колебаний. Если, значит, будет ветер, то дым, как индикатор, покажет вам, в каком направлении, откуда, вернее, дует этот ветер. Все понятно, да, по этому поводу? А теперь вернемся к Данилу Гудкову, у которого возникла проблема с ветровым подпором. Друзья, что же такое ветровой подпор? Это зона, будем так говорить, ну, повышенного, наверное, давления, да, то есть давление воздуха, где больше, ну, сильно сжатый воздух. Как это возникает? Из-за порыва ветра. То есть представьте, вот двухэтажный дом, да, и рядом с двухэтажным домом стоит беседка. Из этой беседки торчит труба, но она находится в зоне вот этого давления воздуха. Когда ветер дует, его турбулентность заполняет вот этот угол, в котором находится труба. И дым не может пробиться через это давление воздуха. То есть создается воздушная пробка, будем так говорить. Потому что воздух заполняет за счет своей скорости, он уплотняется в этом месте. Что надо сделать? Пройти эту зону ветрового подпора. Как это делается? Как его высчитать? Два варианта есть. Теоретический и практический. Теория. Берем отлив второго этажа. Ну, водосток, да, водосток. Вот. Берем его и берем карниз там, ну, или водосток вашей пристройки. Проводим вот так линию. И все, что ниже этой линии, это и есть зона ветрового подпора. То есть, если у вас труба там находится, значит, ее надо пробить выше, поднять этой зоны. В теории все должно заработать. На практике надо проверять. Второй вариант – практический способ определения зоны ветрового подпора. Залазите на крышу, берете лопату с собой полную углей, чтобы был дым. Ветер дует. Вы смотрите на эти угли, да, как ветер там болтыхает этот дым. Значит, поднимаете эту лопату. Как только вы пройдете эту зону турбулентности, да, зону ветрового подпора, дым четко станет по ветру. Все, значит, вот это завихрение, вы прошли эту зону. Дым стал по ветру, флагом. Ну, может, он вот так вот будет болтыхаться, там вот так. Все, это уже четко на эту высоту надо и будет поднимать трубу. Если дым на вашей лопате, там, ну, или палке дымящей, вот так и вниз, там, и по низу все время ходит, значит, вы в зоне этого ветрового подпора, в зоне турбулентности. Все, по этому поводу я вам рассказал, да, друзья, информацию. Кто не знал, я думаю, будет полезна эта информация. Ставьте лайки, да, пишите мне слова благодарности. Ну, кто знал, полезно еще раз вспомнить эту информацию. И, друзья, переходим теперь к подарочку, да, на завершение ролика. Посмотрим, что же Данил прислал мне в знак благодарности. Значит, Данил рыбак, живет в Новочеркасске, любит рыбачить. Ну и, ребята, 1 минута саморекламы. Друзья, если вы хотите построить себе барбекю-комплекс своими собственными руками, то у меня для вас есть информация полезная. Есть порядовка, рассчитанная на самостоятельную сборку своими собственными руками. Все рассчитано на новичка. Вся информация прописана. Кирпичи, все материалы посчитаны, указаны размеры чугунного литья, 3D-модель, программа SketchUp. Все это есть на моем сайте mangalyplamya.ru. Вы можете пройти и посмотреть мои проекты. Также, друзья, есть эти же все проекты в виде простых порядовок и количества материалов, которые вы можете получить сразу на телефон. То есть вы в WhatsApp или там в Viber, неважно, в любую соцсеть получаете и сразу смотрите на телефоне. Но для удобства все-таки советую вам эту порядовку распечатать. В любой магазин, где есть принтер, вы можете прийти с телефоном, вам его подключат и распечатают эту порядовку. Сразу вас предупреждаю, друзья, порядовка в районе 100 листов.
Вот такая вот небольшая реклама, друзья. Так что, если хотите собрать барбекю-комплекс своими собственными руками, милости просим на мой сайт mangal и plamя.ru. Отсюда начнем. Вскрытие. Вау. Вау, вау, вау. Смотрите, друзья, какой лещ большой. Сухой посол. Пахнет просто обалденно. Так, ну и что тут у нас? Ой, тут в облачко. Ай-яй-яй. О, и лещик, подлещик, да, чабачок. Не знаю, у нас на Кубани чабачками называли вот такую рыбку. Друзья, ставьте лайки Данилу. Спасибо еще раз за угощение. Ну, а я с вами на этом, ребята, прощаюсь. До новых встреч на моем канале Пламя.